Всем привет! Мы с вами закончили словесную беседу, когда я собиралась идти за базальтом. Как он называется? Ну, в общем, за вот этим. Я не помню, как называется. Ну, собственно, да. Вот. Потом была серия, где я ничего не говорила. И что я сделала за эту серию? Я поменяла нагреватели. Я во флоростендах везде поставила растения, которые дают минимум 300 кислорода процентов. Я поставила первую еду. Попить надо. Вот. Еды нам... Она еще, конечно, растет. Сколько это осталось? 62. Не знаю, сдохнем мы от голода, не сдохнем. Посмотрим. Сегодня что мы будем с вами делать? Нам сегодня надо будет немножко заняться терраформированием. У нас, в принципе, для этого все более-менее готово. Я там упорно делаю алюминий, который нам нужен будет. Вот, и пока он делается, все остальное я рассортировываю. Я так подозреваю, что мы не дождемся баклажана, потому нам надо с вами сходить в старую капсулу, посмотреть, есть ли там еда. Заодно освободить уже полностью капсулу, чтобы знать, что там ничего нет. Пока еще была тихая серия, я сделала себе новые тапки. Так что мы теперь бегаем быстрее. Вот у нас есть еда, можно съесть. И теперь мы точно дождемся нашего первого баклажана. И раз такое дело, сейчас мы с вами поставим второй гидропонный модуль. Для того, чтобы выращивать больше баклажанов. Ничего кроме баклажанов у меня пока нет. Из семян, конечно, в идеале иметь фасоль. Но у нас пока нет такой возможности. Я посмотрела электроэнергию. Нам, в принципе, хватает еще на один гидропонный модуль. Мы можем его поставить сразу. Для него у нас все есть. И будем выращивать сразу еще один баклажан. А дальше надо будет увеличить нашу возможную электроэнергию с помощью солнечных панелей. Урана я, конечно, еще не находила, потому пока без урана. Расти большой. Тут у нас как 71%. Хорошо, что мы поели, мы гнедожим. Кислородные капсулы мне в принципе не нужны. Как вы видите, я не использую кислородные капсулы, когда куда-то хожу. Мне проще ставить будки. Такой мой личный стиль игры, наверное. Я думаю, многие так играют. Не знаю, только надо куда-то еще кинуть. Вот куда-то, может, сюда. Вот. Нам бы, конечно, рюкзак побольше. И рюкзак, чтобы летать, было бы вообще классно. У нас есть еще один баклажан. Ой, не сюда. Хотела посмотреть, сколько у нас электроэнергии. Да, нам нужна еще одна, как минимум, солнечная панель, чтобы поставить на еще один баклажан. Что нам для нее надо? Много всего. 2 кобальта алюминий, железо, магний, кремний. 2 кобальта, алюминий, железо, магний, кремний. И теперь идем поставим... Ой, где я? Идем поставим солнечную панель большую. В
Конечно, можно разбирать еще старые, но, честно говоря, я пока не очень хочу сортировать из них материалы, ничего полезного там нету. Нам сейчас самый полезный материал в данный момент это алюминий. И мы насобирали боксида, базальта, что-то такое, чтобы делать, собственно говоря, алюминий. Боксит. О, точно, боксит. Итак, алюминий делается. Панель мы поставили. Еще один гидропонный модуль я хотела. Значит, туда железо и алюминий. И бутылка воды. Бутылка воды. Баклажан еще забыла, ну ладно. Также в тихой серии я насобирала лед, оставила его в одной из будок, потому что лед на планете растает весь, а у меня какое-то время, возможно, не будет возможности заготавливать воду из атмосферы. У меня такое было раз или два, что пришлось все время умирать, пока терраформация не дойдет до того момента, что у меня откроется возможность заготавливать воду из атмосферы или коллектором. В связи с чем я теперь заготавливаю лед. А кроме этого, мне нравится на базах ставить вот такие фитостенды для украшательства. И если вы захотите его поставить, когда лед уже растает, то, к сожалению, такой возможности не будет. Хорошо. У нас тут 14 доступно. Давайте посмотрим, что мы можем... Опа, мы можем флорестенд 3 уже поставить. А давайте поставим. У нас там есть цветочки, они, конечно, не супер вау, но их можно будет поменять с цветочками, которые находятся на базе. И получится очень даже неплохо. Он дает 6,5 кислорода. О, по сравнению со старым. Конечно, давайте менять. Значит, кремний, магний, алюминий. А сколько энергии? 5. А у нас свободных 14. Это даже 3 не поставим. Я думаю, надо поставить хотя бы 3. Давайте еще одну солнечную панель поставим в таком случае. 2 кобальта, алюминий, железо, магний, кремний. Вот, поставим еще одну солнечную панель, и тогда сможем поставить 3 флорестенда новеньких. Конечно, на все остальное тоже надо будет энергия. Сейчас мы посмотрим, когда у нас что полезное открывается. Итак, 2 кремния, магний и алюминий. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. Раз, два, три. И 3 бутылки воды. Раз, два, три. Место еще есть. Цветочки можем взять. Те, которые больше всего производят. Вот этот надо взять. А все остальные у нас одинаковые. Потому разницы уже нет. Откуда возьмем? Вот так возьмем. Надо поставить так, чтобы нам не сильно мешало. Они не особо красивые, честно говоря. И я их ставлю только временно, потому что они страшные, просто ужасно. Посмотрите. Совершенно не цветочно. Возможно, если какая-то база такая возле каких-то устройств, может, оно гармонично будет смотреться, но мне не нравится. Итак, нам надо 3 цветка, чтобы в базу поставить. Хотя не знаю зачем, но раз она там уже стоит, пускай будет. Пускай будет вот это. Ну вот, пускай будет все одинаковые.
давайте посмотрим, что у нас в ближайшее время станет доступно. У нас побежал кислород, поскольку мы поставили стенды. И уже скоро у нас будет третий нагреватель. Туда нужен иридий, который у нас заготовлен. И после него у нас уже появится вот что. И здесь у нас будет рюкзак, и мы сможем летать. Это прекрасно. Дальше. После вот этого дела у нас появится второй экзоскелет. А вопрос, у меня есть место под рюкзак? Есть у меня место под рюкзак. Отлично. В смысле реактивный ранец, я его рюкзаком называю. Вот. А ядерный реактор у нас появится на 60 давления. Очень интересно. А когда у нас появится следующий бур? На тепло. Угу. Значит, нам надо подождать нагреватель, дальше бур и дальше вот что. Для бура нам надо будет достаточно много энергии, потому нам нужно заняться тем, чтобы сделать больше солнечных панелей. Да. Это будет правильная цепочка. Панели нам дадут возможность поставить вот это и вот это, чтобы открыть ядерный реактор. Давайте займемся. Было бы неплохо еще поесть. О, можно съесть баклажан. Отлично. Будем надеяться, что они будут спеть достаточно быстро. Вообще было бы неплохо походить поисследовать планету, потому что мне не нравится это место для того, чтобы здесь строить постоянную базу. То есть мы как бы под какой-то горой, как лохи, честно говоря, в конце биома кораллового, возможно, перед горой, под которой еще один биом, который пока в тумане. Тут вот начинается лавовый. То есть, с одной стороны, очень удобное расположение, все под рукой. Но с другой стороны, ну настолько некрасиво, просто тоску навевается. Это водички глотнуть. Мы получили новый экзоскелет. Давайте его тоже сделаем. О, а я могу сделать еще лучше рюкзак. Правильно, мне алюминия не хватало, а теперь хватает. Итак, сюда 2 алюминия. Тут еще один. 2 титана, 2 кремния, 2 магния. 3 алюминия, 2 титана, 2 кремния, 2 магния. 2 титана. Раз, два, три. 2 магния. И еще надо 2 кремния. Есть один. Давайте поищем кремний. Вот я его вижу вдалеке, а вот есть ближе.
Вот, смотрите, сколько у нас ячеек. Просто. Мы сможем перетаскать всю планету. Конечно, нет, но мечтать не вредно. Тут мы все сделали. Вот не люблю я делать микрочипы скорости добычи, потому что мне жалко вначале на них алюминий, а потом суперсплав. В принципе, честно говоря, мне не мешает то, что я не очень быстро собираю. Но если вам будет мешать, вы напишите. Тогда сделаем. Сейчас у нас будет нагреватель. Давайте его подождем. А я вам пока покажу, где я так подумала ставить базу. Конечно, можно было все-таки... Хотя ладно. Конечно же, погодные условия обязательно будут располагать к тому, чтобы я показывала место для базы. Ведь нам как раз надо, чтобы что-то было видно. Но зачем? В общем, будете смотреть на Красную планету и представлять. Итак, мне очень нравится вот это вот текучесть серы, которая выглядит как грибы. Я не знаю, останется ли вот такое красивое исполнение к концу игры, но в данный момент очень симпатично. И мне нравится, что здесь желтенько, как-то так веселее. Если пойти наверх, там желтый туман и особо ничего не видно, потому сверху неинтересно. Там жарко, темно и все красное, тоже неинтересно. А здесь, я так подозреваю, будет вода, потому что в такой низине грех не сделать воду. И вот здесь, скорее всего, тоже будет вода. Вот, в этом месте. В связи с чем я решила строить базу вот где-то вот тут вот. Возможно, вот таким полукругом. Вот так. Если ее сделать достаточно симпатичным, вначале мы, конечно, не сделаем ее симпатичной, но тем не менее. Хотелось бы вот эти вот сразу, вот эти отсеки на 3 на 3, да. Но я догадываюсь, что нам до них еще далеко. Ну и в этом месте, я думаю, строить. Отталкиваться вот от этого плато, то есть с таким вот уровнем, я буду строить базу вот туда, чтобы точно никакие камушки, легкие возвышенности нам не мешали. Конечно, будет легкий подъем, но с этой стороны в базу, наверное, входа не будет. Либо, может, какой-то этаж у нас будет уходить в воду. А почему нет? Будет красиво, наверное, не знаю. Вот у меня такая идея. И здесь я решила построить, значит... Ой, мало кислорода. Не переживайте, мы живы. И я думаю, это вполне такое вот неплохое место для построечки. Когда у нас будет несколько этажей, то может даже у нас какой-то вид появится. Ну, по крайней мере, у нас вроде как, мне кажется, может, конечно, гора будет мешать, давайте глянем. Но есть, я думаю, будет вид на планету Токсити. Да, вот она. И она ночью будет красиво светиться, я думаю, будет хорошо. Может, здесь потом вырастет какой-то лес, а если нет, то мы его посадим, чтобы не так было печально. А здесь желтенькая останется. Мне кажется, будет симпатично. Здесь будет голубая вода, там без понятия, может сразу после вот этой вот горы, ну, пригорка будет море, потому что, мне кажется, было бы логичным, если бы, ну, не море, может, озеро, и водопад спускался в ту нижнюю долину, которая сейчас покрыта туманом. Было бы прикольно, по моему мнению, но не знаю, как будет. Потому идея пока такая. А поскольку у нас появились нагреватели, то нам надо зайти домой, чтобы я не померла. Я думаю, вы заметили, я любитель помирать. Ой, да. Дойдем домой, посмотрим, что для него надо, потому что я не помню. Я умираю от голода. Великолепно. Еще не готов, 92%, но я думаю, я не успею помереть. Нагреватель. Нагреватель. Ху-ху-ху-ху.
Мы не сделаем нагреватель, нам нужен иридиевый стержень. А мы их сможем делать только тогда, когда у нас будет вот этот ящик. А до него нам еще какое-то время. То есть нам пока вот это значение разгоняет только кислород, в принципе, оно идет не так, чтобы сильно медленно. Я думаю, мы подождем. Да, можем пока что подождать. Ну хорошо. Возможно, имеет смысл уже пооткрывать сундуки, которые у нас вокруг базы. У нас, конечно, даже не голубое небо. Точно, он у нас открывается же четко-четко на голубом небе. Да, было бы неплохо, конечно, дождаться голубого неба. А до того момента нам с вами надо чем-то заняться. И я пока еще не придумала чем. Сортировать мне интересно, новую базу я не хочу строить, пока у меня хотя бы два. Я знаю, чем мы займемся. Мы с вами займемся, с другой стороны, исследовать без ранца планету. Тоже то еще издевательство над личной жизнью. Давайте тогда так. Походим, пособираем сундуки, вот эти, которые вокруг первой высадки были. И вот тут вот, в низине. И на этом, я думаю, пока на сегодня все. Как на сегодня? Ну, то есть серию я просто закончу, а продолжать мы, конечно, с вами будем. Так, и ждем баклажан. 99. Что будет быстрее, баклажан или я умру? Еще не готов. У нас еще обезвоживание. Ну, это так... О, баклажан. Ну, отлично. Прекрасно. А тут 90. Бутылку еще с собой возьмем. Баклажан у нас дозреет. И мы тогда пойдем подальше. А пока что пойдем поближе. Естественно, ночь. Конечно, ну как же ж. Хорошо, что я помню, где сундук. Вот я не могу запомнить все компоненты для того, чтобы создать то, что в данный момент мне нужно создавать. А вот где располагаются сундуки, я более-менее помню. То есть, видимо, я лучше помню местность, чем конкретные ресурсы. Доломит, кстати, классно светится. Мне прям нравится. Я просто чувствую ваши комментарии в данный момент из серии. Ты же сказала, ты помнишь, где сундук. Ну, как я вам скажу, я вот так вот образно помню. Вот он. Вот я помню, что он был где-то сбоку. Хорошая травка, кстати. Еда. Можно даже поесть сразу. Уран. Отлично. Просто прекрасно. Остальное мне не сильно надо. Но я не выбрасываю, потому что нам для базы все пригодится. Раз уже собрано, можно оставить. Там еще, по-моему, или это он? Сложный вопрос. А, тут посередине, там посередине сундук. От жажды мы не умрем. Кстати, я думаю, вы заметили, что я пью на самый конец жажды, потому что одна бутылка воды восстанавливает полностью вашу жажду. Если пить, допустим, как только у вас ушло 10%, то целая бутылка уйдет на эти 10%, что мне кажется не экономичным. Потому что вода в данный момент ресурс. С одной стороны ограниченный, с другой стороны льда я насобирала, но все время за ним бегать тоже не хочется. Возможно, мы здесь сбросим ненужное. Нам это все ненужное все равно пригодится для постройки базы. Потому, я думаю, можно уже начинать. Тут мы уже можем выпить. Не укатится, не укатится. Прекрасно. Вот. Я буду делать свои могучие кучки.
Наверное, алюминий тоже можно здесь сбросить, потому что алюминий мы там производим. Уран. А давайте. Мы же здесь будем жить. Мы можем уран где-то здесь поставить. Как-нибудь там облагородить вот эту штуку. Может, конечно, на ней что-то еще вырастет, но... А почему бы сразу тут уран и не оставить? Светиться, по крайней мере, будет. Будет симпатично. Не знаю, давайте как-то здесь. Ой. Да, я нажимаю не на те кнопки. И еще вот эту банку. Красота! Да, я понимаю, что, возможно, вы в шоке. Но что поделать? Заберем еще один сундук. Может, даже не один. Я не помню, где сверху сундуки. Если они там вообще. Но точно знаю, что по дороге к... Микросхема! И грибы. Ну, грибы, они, в принципе, только для биопластика более-менее нужны. Но вот микросхема — это вещь. Это я здесь уже была? Или он так себе лежит? Странно. И еду можно сразу съесть. У нас еще появился баклажан. Там сверху, скорее всего, либо этот открывается, либо еще какие-то сундуки есть, но большие я сейчас открывать не хочу, потому что содержимое сундуков рандомизируется в зависимости от уровня вашей терраформации. Если сейчас, не достигнув голубого неба, пооткрывать все сундуки на планете, то вы останетесь без ресурсов на дальнейшие этапы игры. В связи с чем я большие всякие такие штуки не открываю, потому что там очень часто бывают классные прям вещи, но только если вы на низком уровне, эти классные вещи будут очень низкого уровня. О, вот еще его возьмем. Да, возьмем, конечно, нам некуда. Ну и подышать уже можно. Так, где мы? Сейчас. Вот как уран красиво светится-то, ну. Такую урановую дорожку вокруг озера бы замутить. Выложить его так красиво. Было бы круто, я считаю. Да, я вспомнила про кислород. Я учусь говорить с вами и смотреть на параметры. Мы в процессе обучения, но обучение, как видите, идет. Железа нам потребуется много для того, чтобы сделать большую, красивую базу. Вообще всего надо будет много. Банки с цветами здесь выбросим. Давайте, наверное, будем их как-то сортировать тоже. Вообще, конечно, нет. Я просто выброшу, и сейчас я здесь сделаю ящики. Кстати, да. А где будет склад? Если здесь вот так вот все будет красиво, здесь, возможно, будет вода. Да? То склады с ящиками... Как поставить, чтобы они мне глаз не мулили? Вопрос хороший. Вопрос пока что без ответа, потому что я не знаю, как будет стоять моя база. Но если что, можно будет переставить. Это будет еще одна серия без комментариев, где я буду просто перетаскивать и сортировать ящики. Я уверена, что есть люди, которые
это буду смотреть, потому что я тот человек, который смотрю на такие вещи у других геймеров. Так что кто-то из вас тоже получит удовольствие. И я думаю, Ириди тоже можно скинуть куда-нибудь, чтобы светился красиво. Вот, вот так более-менее. Я думаю, новые баклажаны мы на старой базе садить не будем. Их можно тоже куда-то горкой скинуть. Остальное возьмем с собой. Воду можно только еще оставить, а то у нас там есть. Давайте воду в будке оставим. Хорошо. Итак, теперь мы... О, небо голубое. Точно, улучшенный верстак получен. Прекрасно. Какое небо голубое. Все мы знаем продолжение, не будем о нем говорить. Так. Звездочки. Боже, как... Мне показалось, что это ковш большой медведицы. Смотрите. Раз, два, три. Раз, два. Это большая медведица. 3, 4. Ну, смотрите. Раз, два, 3, 4. Раз, два. Вы это видите тоже, да? Вы тоже это видите? Обалдеть. Это интересно. По крайней мере, одно созвездие у нас совпадает. Прикольно. Мне нравится. Интересно. И та-ба-да-бам. Интересно, что же у нас? Интересно, что же у нас? Эть. Да ну тебя. Эх, трагедия. Ладно, значит так. Следующий план. Наверное, тоже на серию без звука. Потому что комментировать каждый раз, что мне надо 3 железа и 2 кремния, это, честно говоря, я думаю, так себе. Я, конечно, знаю, что есть ютуберы, которые очень много говорят, комментируют и все такое, но, например, они тогда отвечают на комментарии, а мы только начали, потому комментариев у нас пока немного, в связи с чем, я думаю, я буду строить молча и таскать, иначе, вначале буду таскать ресурсы молча, а потом буду строить молча. И я думаю, мы так с вами сделаем. Подготовим местность под вторую базу, под основную базу вот здесь. Возможно, немножечко я еще пооткрываю. Вот эти вот сундуки, которые вот в этой зоне, я их тоже пооткрываю. Тоже молча. То есть это будет на следующей тихой серии. Почему бы нет? Вам спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях.